Вы не поверите, но эти грибы съедаются быстрее мяса. Маринованные шампиньоны без уксуса с лимоном за 10 минут. Хрустящие, ароматные, сочные, очень вкусные. Для рецепта мне понадобится в первую очередь ставим кипятиться воду. У меня здесь 600 мл. В воду я сразу добавляю 1,5 чайной ложки сахара, 1,5 чайной ложки соли. Два лавровых листика, душистый перец и перец горошком. Грибы предварительно я хорошо помыла. Главное это делать быстро, чтобы грибы не впитали много влаги, потому что они сами, как губка, очень быстро впитывают влагу. Выложила их на бумажные полотенца. Когда вода закипела, добавляю в кастрюлю грибы. Сейчас кажется, что грибы водой не покрыты. Немного подождем, они сейчас осядут. Не надо использовать много воды, потому что именно уже в воде у нас здесь маринад. И будет все очень хорошо впитываться. Сейчас я все довожу до кипения. И после того, как вода закипит, варю примерно 5 минут. Грибы ни в коем случае не надо переваривать. Вода кипит. Засекаю время. У меня шампиньоны такого среднего размера. Я их не разрезала. Если вы хотите, шампиньоны можно разрезать пополам или на 4 части, если они у вас слишком крупные. Но они после варки очень сильно уменьшаются в размере, поэтому я оставляю целыми. У меня сейчас уже все шампиньоны покрыты водой. Кстати, для моего рецепта я использую белые и коричневые шампиньоны. Получается такой микс очень красиво и ароматно. На мой взгляд, коричневые шампиньоны, они все-таки более ароматные. Грибы отварились. Я их сразу же перекладываю в миску. Стряхиваю лишнюю влагу. Лавровый листик можно оставить. И теперь быстро все заправляю, пока еще грибы горячие. Я натираю цедру одного лимона. Снимаю только верхнюю желтую часть. Цедра придаст такой аромат, просто потрясающий. Выдавливаю сок из лимона. Понадобится примерно 80 мл сока. Если не хватает одного лимона, добавим еще. Вливаю в грибы лимонный сок. Я его взвесила. Мне понадобилось 1,5 лимона. Добавляю 3 столовые ложки оливкового масла. Также сразу я порежу 5 зубчиков чеснока. Чеснок добавляйте по вкусу, сколько вам надо. Чеснок можно раздавить и порезать такими довольно крупными кусками. Также я добавлю половину красной луковицы. Порежу ее перьями. И немного укропа. Буквально пару веточек. Добавляю все в грибы. Перемешиваю. Рекомендую немного маринада попробовать на вкус. Мне не хватает соли и сахара, поэтому я добавляю еще буквально пол чайной ложечки соли и чайную ложку сахара. Сейчас грибы у меня еще теплые. Я их оставляю остывать на столе до комнатной температуры. Когда грибы остыли, перекладываю их в банку. Конечно, выливаем весь маринад. Закрываю крышкой, убираю грибы в холодильник минут на 15-20. Но если они постоят чуть больше, они будут еще вкуснее. Рекомендую готовить сразу двойную порцию, потому что разлетаются они в один миг. Грибочки вот так великолепно промариновались. Аромат просто потрясающий. Отличная закуска, которую можно приготовить заранее. На следующий день они еще вкуснее. Идеально подойдет к мясу, картошке или просто как самостоятельная закуска. Сохраняйте рецепт и обязательно попробуйте.